Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим легкую и вкусную закуску – рулет из кабачков в духовке с плавленным сыром и помидорами. Получается рулет из кабачков сочным, нежным, и готовить его совсем не сложно. Вкус его можно легко разнообразить, меняя начинку. Свой рулет я украшу вот такими цветочками из цукини. Как их сделать без специальных ножей, быстро и просто, я вам покажу. Так что досмотрите видео до конца и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт. А также нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Для рулета размером 30 на 40 см мне понадобится 6 штук яиц, 3 кабачка, 100 грамм муки, 50 грамм йогурта или сметаны, соль, перец и зелень. Для начала я хочу сделать небольшое украшение для рулета. Для этого я взяла крышку с консервной банки и согнула ее немного. Вот что у меня получилось. Так как края крышки достаточно острые, то свободно можно делать надрезы на овощах. Конечно, есть специальные ножи для карвинга, но ножей у меня нет, зато есть вот такой лайфхак. Делаю бороздки. Позже, когда я нарежу кабачок кружочками, то он будет напоминать цветок. Я специально взяла цукини, так как у них яркая окраска. Конечно, этот шаг вы можете спокойно пропустить и просто нарезать кабачок тоненькими кружочками. Сначала я хотела натереть цукини кружочками на терке, но так получается не очень равномерная толщина, поэтому я просто нарежу ножом. Половинки цукини будет достаточно, вторую половинку я натру в рулет. Присыпаю кружочки солью, чтобы вытянуть из них влагу. Кабачки натираю на терке, так как они молодые, я их даже не чищу. Натертые кабачки тоже притрушу солью. Оставлю минут на 10. А пока нарежу зелень. У меня это укроп и петрушка. Яйца перемешаю при помощи венчика. Добавлю соль, свежемолотый черный перец и йогурт. Все хорошенько перемешаю. Кабачки уже пустили воду, которая в рулете не нужна. Отжимаю кабачки и отправляю к яйцам. Добавляю зелень. Все перемешиваю. Теперь мука. Ее может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Больше ориентируйтесь на консистенцию. Сильно забивать мукой тесто тоже не нужно. Рулет не получится такой нежный. На листе пергамента я сделала вот такие бортики. Теперь нужно очень хорошо смазать пергамент растительным маслом. Выливаю тесто на противень и распределяю. Вот и дошла очередь до цветочков, которые я вырезала. Если вы их не делали, то этот шаг пропускаете. Отжимаю лишнюю воду, можно промокнуть бумажным полотенцем. Выкладываю кружочки на тесто. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Мой рулет выпекался 25 минут. Снимаю его с противня и дам полностью остыть. А пока приготовлю начинку. Для начинки мне понадобится 4 плавленых сырка, 3 зубчика чеснока, 2 помидора, 1 сладкий перец, 3 столовые ложки майонеза или сметаны, 50 грамм ветчины и зелень.
Натираю плавленый сырок на мелкой терке. Выдавливаю чеснок через пресс и добавляю майонез или сметану. Перемешиваю, добавляю немного зелени. Намазка для рулета готова. Нарезаю тонкими кружочками помидор. Перец нарезаю тонкими полосками. Рулет у меня уже остыл, мне его нужно перевернуть, так как это у меня будет верхняя часть рулета. Снимаю пергамент. Сворачивать рулет я буду по длинной стороне, так как по короткой он получится очень толстым. Распределяю начинку по рулету. Намечаю середину, так как одна часть у меня будет с ветчиной, а вторая без. Можно, конечно, сразу разрезать рулет на две части, но так проще. Выкладываю сверху начинку в произвольном порядке. Начинка в таких рулетах может быть любой. Можно взять сливочный сыр или фету, можно добавить кусочки семги или курицы, в общем, на ваш вкус. Начинаю скручивать рулет. Старайтесь это делать достаточно туго, но аккуратно, чтобы он не порвался. Рулет готов. Нужно, чтобы он хорошо собрался и держал форму, поэтому убираю его в холодильник на пару часов. Можно завернуть в пергамент или пленку. Я в итоге разделила свой рулет пополам и обмотала пищевой пленкой. Сейчас разверну его и нарежу. Сильно тонкими кусочками нарезать не стоит, чтобы рулет не распался. Примерно по сантиметру. Вот такой он в разрезе. По внешнему виду рулеты не сильно отличаются, так как ветчина была нарезана достаточно тонко. Но на вкус она чувствуется. Вот такая закуска получилась. Готовится она несложно, получается вкусной и красивой, так что попробуйте. И не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.